Всем привет! Сегодня мы поговорим о Мураде IV. Он являлся сыном Кесем Султан, который в 14 лет зашел на престол под регенством своей матери. Когда султан вырос, ему дали прозвище в народе «Кровавый». И не случайно султан был отмечен жестким нравом, и его считали физически сильным. И многие сравнивали Мурада с Селимом Грозным. Мать мальчика Кесем Султан хотела забрать власть у сына и оставить ему только развлечения в гареме. Мурад не согласился с таким положением дел и стал диктовать свои условия, что совершенно не устраивало Кесем. Но характер юного мужчины был сильным, и война с матерью за власть продолжалась до самой его смерти. Думаю, неудивительно, что с такой матерью Мурад стал злоупотреблять вином, хотя есть легенда, но она считается недостоверной. Почему? Объясню позже. Итак, легенда гласит, что когда султан решил со своими военачальниками переплыть через Босфор, они наняли лодочника. Вот как раз лодочником и был Бекри Мустафа. Он являлся тем человеком, который споил Мурада и считался в дальнейшем его собутыльником. Когда Мурад плыл на лодке, Мустафа пил из кувшина вино. Мурад попросил кувшин, попробовал содержимое, узнав, что там вино, пригрозил Мустафе, что накажет его, если еще раз увидит с бутылкой. Ну и почему-то это всего лишь легенда, и такого быть не могло. Не мог султан сесть в лодку без охраны, а тем более пить из неизвестного кувшина. Самым странным указом Мурада можно считать свободу на распространение и распитие алкоголя. Ведь сама вера запрещает мусульманам не то чтобы пить, но даже появляться в местах, где распивают алкогольные напитки. Но такой закон исторически объясняют тем, что сам Мурад часто был пьян и закатывал большие пиры. Пирами он не ограничивался, он спаивал и своих государственных деятелей. К курению султан относился очень негативно, и курение было под запретом, тем более курение опиума, которое было распространено в то время. Мурад мог казнить нарушителей прямо на улице и вывесить тело человека на всеобщее обозрение, чтобы другим неповадно было, но алкоголь Мурад все же запретил незадолго до своей смерти, а умер султан в 28 лет от цирроза печени. Самой любимой наложницей была Айше, она подарила султану 12 детей. Больше нет информации о его женщинах. Рабыни просто рожали детей и были бесправными и забытыми со временем. К сожалению, все сыновья султана умерли от чумы, и династия могла прерваться. Но у Мурада осталось двое младших братьев. У султана были другие планы. Он хотел развалить Османскую империю и отдать ее крымским татарам. Братья должны были быть казнены. Касыма казнили, а вот Ибрагима спасла Кесем. Она заявила, что Ибрагим считается следующим правителем, и его нельзя трогать. Мужчине сохранили жизнь. Сам по себе Мурад был сильно подозрительным и мог легко убить всех тех, кто мешал ему в покоях. Был случай, когда он казнил более 10 женщин лишь за то, что те верещали, когда отдыхали на лужайке. А если лодка имела наглость проплыть близко ко дворцу, то все были также казнены. Также Мурад казнил строителя, который строил башню рядом с гаремом. Мурад считал, что она строится для того, чтобы подглядывать за его гаремом. Самым безобидным занятием Мурада была стрельба краской по голым наложницам.